В данном видео мы покажем все этапы производства колонны из гипса. От изготовления и до финальной покраски изделия на объекте. Начнем с производства базы колонны. Базу можно изготавливать как с помощью силиконовых форм, так и железных профилей. Профиль устанавливается на подготовленную основу. Основа и профиль смазываются разделительным составом. В работе мы используем умный гипс для художественной лепнины марки Г18 производства Самарского гипсового комбината. Компоненты замешиваются в соответствии с рекомендацией производителя, на каждой упаковке указана оптимальная пропорция гипса к воде. Дают гипсу напитаться водой. Компоненты тщательно замешиваются, дают гипсу немного загустеть и приступают к изготовлению. Часть смеси мастер наносит по контуру будущего изделия. Шпателем начинается формовка. Мастер подводит гипс к профилю ножа и приступает к протяжке. Железный профиль срезает лишний объем гипса, формируя будущее изделие. После первых протяжек основа фиксируется на своем месте, поэтому добавляется оставшийся объем замешанного гипса. Протяжки повторяются до тех пор, пока весь лишний объем гипса не будет убран. При необходимости заполнить пустоты, гипс повторно добавляется. Более жидкий гипс позволяет создать более четкий рельеф, заполняя все пустоты. Для итоговой протяжки повторно добавляется жидкий гипс. После застывания гипса мастер снимает готовое изделие, отделяет выступивший излишек. Отделяет базу от стола и основы, равняет края.
После работы нож для протяжки очищается. Приступаем к изготовлению ствола. Основа позволяет изготовить ствол колонны минимальной толщины. Основа и стол смазываются разделительным составом. Нож профиля колонны очищается, благодаря этому протяжки будут более четкими. Нож примеряется к основе. Мастера приступают к изготовлению. Жидкая смесь наносится на основу. Изготовление ствола колонны аналогично изготовлению гипсовых молдингов и карнизов. Подробное видео об этом вы можете посмотреть по подсказке вверху экрана. Когда гипс немного схватился, шпателем его распределяют по поверхности будущей колонны и приступают к протяжке. Первые протяжки формируют основной рельеф. Нож срезает все излишки, затем они повторно наносятся на всю площадь и протяжка повторяется. Количество протяжек зависит от сложности рельефа. Когда гипс начинает застывать, профиль ножа очищается для четкости рельефа. Мастер выполняет контрольную протяжку и наносит жидкий гипс на изделие. Жидкая смесь заполняет все неровности и формирует четкий, идеально гладкий рельеф. Готовые изделия оставляют застывать. Мастера приступают к отливке капители колонны. Гипс заливают тонкой струей в форму, так во время отливки выходит часть воздуха. Когда гипс загустел, шпателем выравнивается верхняя плоскость изделия. Круглая дорическая капитель может быть изготовлена аналогично базе, в то время как сложные формы ионической и коринфской капители изготавливаются с помощью силиконовых форм. Форма помещена в деревянную опалубку во избежание деформации под весом гипса. У нас на канале вы также можете посмотреть видео о другом способе фиксации формы с помощью стекловолокна и смолы. Ссылка на видео вверху экрана. После застывания гипса опалубка разбирается, капитель извлекается из формы. Затем отливаются окончания для колонны. Они будут установлены между базой, капителью и стволом колонны. Мастер простукивает форму, выгоняя лишние пузырьки воздуха из смеси. У нас на производстве есть вибростол, но мастера предпочитают работать вручную. Когда все изделия готовы, их доставляют на объект. Изделия перевозятся на газели с плоским дном. Сборка колонны начинается с установки железного профиля. В основании собирается короб из гипсокартона. На данном этапе фиксируется база колонны, так как она цельная и надевается на профиль.
Затем профиль прикручивают к полу и потолку. На базу устанавливают окончание ствола. Мастер замешивает гипсовый клей. Мы всегда используем клей Форман 41 для установки изделий. В изделии подготавливается потай для шурупов. На стыке базы и окончания наносится гипсовый клей. Изделие склеивают, затем окончание фиксируется к железному профилю. Мастер вкручивает шурупы в заранее подготовленный потай сквозь изделие в металлический профиль. Аналогично устанавливается вторая половина окончания. Мастер наносит насечку на изделие, затем гипсовый клей. Склеивает окончание с базой колонны. Подготавливает потай для шурупов. Мастер вкручивает шурупы в профиль. Стыки на черновую промазываются гипсовым клеем. Окончание полностью заполняется клеем, надежно фиксируя шурупы и конструкцию в целом. Ствол колонны обрезают под необходимую высоту. Приступают к установке. Ствол равняют по лазерному уровню для идеальной четкости. Наносят на окончание гипсовый клей. Выравнивают ствол и основу по канилюрам, чтобы профили точно совпадали. Убедившись, что ствол установлен ровно, мастера фиксируют его в таком положении по всей высоте. В нескольких местах вдоль ствола мастера подготавливают потай для шурупов, затем фиксируют ствол, присверливая его к железной основе. Затем области, где вкручены шурупы, плотно заполняются гипсовым клеем для дополнительной фиксации. Клею дают полностью просохнуть. Когда клей высох и половина ствола надежно зафиксирована, мастера приступают к установке второй части. Равняют край протяжки и обрезают в нужный размер. Гипс, особенно в сыром виде, с легкостью пилится обычной ножовкой. Проверяют точность стыковки с окончанием. На торцы наносится насечка для лучшей фиксации. Предварительно проверяется стыковка частей ствола. На торцы наносят клей на гипсовой основе и приступают к монтажу.
Аналогично первой стороне по всей высоте ствола подготавливается потай для шурупов, чтобы впоследствии надежно закрепить его с железным профилем. Когда ствол колонны зафиксирован, мастер гипсовым клеем на черновую подмазывает все швы. Затем окончания для ствола примеряются и приклеиваются вверху колонны. Мастер двигает деталь, давая клею распределиться по всей поверхности. Уровнем проверяется ровность склейки со стволом. После этого окончания также фиксируются шурупами. Благодаря этому окончания не сдвинутся с места при дальнейшей работе, а также нет необходимости ждать полного высыхания клея. Затем склеивают и прикручивают вторую часть окончания. Внутри ствола шурупы заливают клеем для лучшей фиксации. Завершающий этап установки – капитель колонны. Мастер примеряет капитель, она правильно встает на свое место согласно чертежам, с запасом несколько миллиметров для толщины клея. Торцы промазывают клеем и приступают к установке. Для лучшей фиксации в капителе также просверливают потай. Мастер проверяет размеры и приступает к установке второй части капители. Наносит гипсовый клей на все торцы и устанавливает вторую часть капители. Затем вкручивают шурупы сквозь капитель в потолок, так как здесь конструкция из гипсокартона. Поэтому на данном объекте работа выполняется шуруповертом. Но с бетонным потолком или стеной при работе с любым декором из высокопрочного гипса никаких сложностей не возникает. Процесс работы аналогичен, за исключением того, что отверстия делают с помощью перфоратора и фиксируют все анкерами. Работа с перфоратором никак не отличается от работы с шуруповертом, так как декоры прочные и без проблем сверлятся, без трещин и сколов. Гипсовым клеем на черновую подмазываются все стыки. Установка колонны завершена. Далее мастера по доводке полностью зашпаклюют все стыки. Подробнее о шпаклевке гипсовых изделий мы рассказывали в этом видео, подсказка сейчас появится вверху экрана. После шпаклевки и шлифовки колонну покрывают белой краской. После высыхания она выявит любые неровности, что позволит мастерам довести работу до идеала. Когда краска высохла, мастера приступают к финальной доводке, шлифовке, после чего колонны будут покрашены на чистовую. Итоговый вариант по окончанию работ мы выставим в наш Instagram. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте интересующие вопросы. Вы можете также поставить колокольчик, он будет уведомлять вас о выходе новых видео.
Посмотрите также другие наши видео, в которых мы делимся процессом работы и различными тонкостями изготовления силиконовых форм, гипсовых и полиуретановых изделий.